16 марта 2005 года Ан-24РВ авиакомпании «Региональные авиалинии Кемерово» выполнял рейс 9288 по маршруту Уфа-Варандей с промежуточными посадками в Перми и Усинске. На борту лайнера находились 52 человека. Из Уфы рейс 9288 вылетел в 6 часов 30 минут утра по московскому времени. Расчетное время полета в Варандей составляло 7 часов 10 минут. В Перми на борт самолета поднялись 44 работника Нарьян-Марнефтьгаза, дочерней компании «Лукойла». Первая связь с диспетчером аэропорта Варандей была осуществлена в 13 часов 15 минут, а уже в 13 часов 40 минут экипаж запросил разрешение на посадку. При этом высота полета составляла 1500 метров. Согласно инструкции по производству полетов в районе аэродрома Варандей, экипаж воздушного судна должен был выполнять заход с использованием ОПРС, расположенной не в створе взлетно-посадочной полосы. При предпосадочной подготовке экипаж принял решение о заходе по ОПРС и выполнении посадки с закрылками, выпущенными на 38 градусов, а также выдерживании посадочной скорости в 180 км в час. Фактически, по согласованию с диспетчером управления воздушным движением выполнялся визуальный заход на посадку, что является нарушением инструкции по производству полетов в районе аэродрома Варандей. Командир воздушного судна не имел допуска к выполнению визуальных заходов на посадку. Изменение решения о методе захода на посадку было принято через 3 минуты после получения указания диспетчера управления воздушным движением о снижении на привод Варандея. Наиболее вероятно, что данное решение было обусловлено простыми метеоусловиями. Ветер 70 градусов 4 метра в секунду. Ясно, видимость более 10 километров. Температура минус 24 градуса по Цельсию. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Диспетчер на аэродроме Варандей разрешил визуальный заход, чем также нарушил требования аэродрома Варандей. В нарушение требований экипаж не провел дополнительную предпосадочную подготовку. В 13 часов 45 минут экипаж доложил о снижении до 250 метров. При этом командир сказал, что визуально наблюдает взлетно-посадочную полосу, доложил о готовности к посадке и получил от диспетчера разрешение на посадку. Снижение высоты полета произошло в 4,5 километрах от посадочной полосы в условиях белой мглы и отсутствии видимости ориентиров на подстилающей поверхности. Экипаж принял за взлетную полосу контрастно видимый участок свежеотсыпанной дороги, расположенный в 4 километрах до взлетно-посадочной полосы. Высота полета в этот момент должна была составлять не менее 200 метров. Диспетчер визуально наблюдал нештатное снижение высоты, но предупредить экипаж не успел. Рейс 9288 накренился на левое крыло и столкнулся с посадочной насыпью высотой около 6 метров. От удара самолет разрушился и сгорел, кроме хвостовой части. Погибло 26 пассажиров и 2 члена экипажа, командир и штурман. В ходе расследования катастрофы самолета Ан-24РВ по результатам исследований средств объективного контроля Государственный центр безопасности полетов на воздушном транспорте сделал заключение, что определяющим фактором развития особой ситуации являются неудовлетворительные характеристики устойчивости и управляемости самолета Ан-24 по усилиям в канале рыскания. Следует отметить, что недостатки характеристик путевой устойчивости и управляемости ранее отмечались при расследовании авиационных происшествий, однако предполагавшиеся мероприятия реализованы не были. Для захода на новый объект командир предпринял затянутый маневр снижения со скольжением и потерей скорости при недостаточном режиме работы двигателей и отсутствии контроля за скоростью полета. Возможные погрешности в показаниях ряда приборов, указателей скорости и указателей угла атаки могли затруднить членам экипажа контроль параметров полета. Падение скорости в скольжении привело к выходу самолета на закритические углы атаки и его сваливанию. Почти через год после катастрофы, 11 марта 2006 года, в районе поселка Варандей разбился вертолет Ми-8 2-го Архангельского объединенного авиаотряда с родственниками погибших. Они должны были присутствовать на церемонии
освещение часовни, построенной в память о погибших в катастрофе Ан-24. Во время захода на посадку, который выполнялся над заснеженной местностью, с малым количеством ориентиров в простых метеоусловиях, вертолет при небольшой поступательной скорости начал снижаться с углом тангажа на пикирование до 40 градусов на расстоянии 1830 метров от намеченного места посадки. В 8 часов 6 минут утра вертолет столкнулся с землей носовой частью фюзеляжа и опрокинулся на правый борт с курсом, обратным направлению полета. В результате авиационного происшествия один пассажир погиб. Все члены экипажа и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были эвакуированы в Нарьян-Мар. Пожара на месте события не было. Причина крушения вертолета Ми-8 произошла вследствие множественных ошибок экипажа. Также в этой истории Геннадий Спирин стал дважды выжившим, получивший в катастрофе Ан-24 16 марта 2005 года множественные повреждения позвоночника, ушиб головного мозга, частично потерявший слух, через год попал во вторую авиакатастрофу, на этот раз отделавшись переломом ребер и ноги. Смотрите также: 17 сентября 1990 года самолет Як-42 потерпел крушение в Свердловске, при заходе на посадку, не долетев до аэропорта 2 километра. Причиной крушения стал уставший командир. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.